Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня продолжаем логически развивать тему React роутера. Посмотрим, как можно легко и быстро переложить заботу о lazy loading корневых компонентов роутов на библиотеку React Router. Возьмем проект, с которым работали в предыдущем видео. Ссылку на него я оставлю где-то здесь. Переходим в файл, где у нас описаны роуты для приложения. Чтобы избавиться от вот этой мороки с loadable и оборачиванием компонентов suspense, можно воспользоваться простым и надежным способом, предлагаемым самой библиотекой React Router. Для этого у каждого объекта роута есть метод lazy. Этот метод может быть асинхронным или синхронным, это не важно. А важно, что вернуть он должен объект роута со всеми необходимыми свойствами, кроме свойства pass. Это логично. Без pass библиотека просто не поймет, какой конкретно метод нужно вызвать для получения информации. Это проговорили. Теперь смотрим, что нам нужно сделать на практике. Сначала комментируем сервисную функцию loadable и все компоненты, созданные с ее помощью. Готово. Теперь комментируем компонент top-app в роутах. И вместо этого пишем для корневого роута функцию lazy. Пути тут не было, поэтому и оставлять нечего. Будет только метод lazy. Метод реализуем как асинхронную функцию. Внутри при помощи динамического импорта получаем компонент top-app из файла containers-app. И возвращаем объект property component, и значением для этого свойства будет только что извлеченный компонент. Отлично. Теперь перейдем в файл containers-app и добавим именованный экспорт. Как видите, тут сейчас просто экспортируется дефолтная функция. Можно и с ней работать, но удобнее и нагляднее использовать именованный импорт, а следовательно и экспорт такой тоже нужно добавить. Отлично. Возвращаемся назад в файл роутов. Используя те же шаги, добавляем ленивую загрузку для роута slash. Комментируем пока элемент. Добавляем функцию lazy. Просто копируем предыдущий вариант и подправим имена. Компонент app импортируем из каталога Pages модуль app. Замечательно. Переходим в файл модуля и добавляем именованный экспорт. Хорошо, с этим разобрались. Далее добавляем ленивую загрузку роута для постов. Тут ситуация немного более сложная. У нас есть лоадер для данных, поэтому функция будет немного другой. Копируем и вставляем. Аналогично импортируем компонент из модуля posts. Переходим в модуль и добавляем именованный экспорт. Возвращаем объект из property element. Кстати, разницы особой, что возвращать, компонент или элемент, нет.
но если использовать только компоненты, то данный файл не потребует расширения JSX. Это так, небольшое отступление. Пока все то же самое. А вот теперь переносим лоадер во внутренний объект. Хорошо. Ну и по той же самой схеме изменяем route to dos. Супер. Давайте еще одну штуку сделаем. Вынесем используемые роуты в отдельный файл. Пусть это будет файл allroads.js. Экспорт, константа app_roads. И это будет объект. App, значение слэш, posts и to-dos. Роуты можем скопировать. Хорошо. Теперь импортируем модуль app_roads. Импортировали. И используем. Хорошо, все необходимые изменения закончены. Давайте удалять закомментированные блоки. Готово. Проверяем. Посты, конкретный пост, тикеты. Так, с тикетами какая-то проблемка. Давайте смотреть. Проблема с компонентом. Ну да, конечно, мы же не добавили именованный импорт. Все хорошо. Как видите, все отлично работает. При этом мы не используем suspense для корневых компонентов. Заботу по обеспечению ленивой загрузки компонентов берет на себя библиотека React Router. Вам может показаться, что мы ничего особенного не сделали, но в следующем видео мы поговорим о том, как добавить к проекту поддержку сервер-сайт рендеринга. И проделанные сегодня изменения очень помогут нам в этой работе. А у меня на сегодня все. Если видео было полезно, ставьте лайк. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал. Вопросы, замечания, предложения, благодарности и жалобы оставляйте в комментариях. Я их читаю и стараюсь отвечать на все комментарии. Большое спасибо за просмотр и пока-пока.